Так, приветствую вас, дорогие автолюбители. Разбираем Nissan QX60. Снимаем магнитолу. Так, с чего начнем? Начнем, наверное, думаю, с нижней части. Это у нас тут резиночка, предназначенная для того, чтобы что-то положить. Так, больше ничего здесь не вижу. Но, посмотрев некоторые видео, не на русскоязычном ютубе, обратил внимание, что надо начинать снизу. Будем сейчас смотреть. Все сделано, конечно, очень плотно и качественно. Это не просто как обычно. Так. Чтобы не пришлось разбирать всю вот эту штуку. Не хотелось бы. Сейчас попробуем. Аккуратно. Ничего не люфтит. Ага, понятно. Надо снять нижнюю часть. Здесь вот накладка. Она должна быть на этих, на защелках. Конечно, если не разбиралась, то в принципе вот уже снялось. Так, смотрим. Снялось. Даже без этих. Нормально. Так, дальше у нас идет, есть саморезы. Сейчас посмотрим. Так, есть саморезы. Ближе. Их открутим. Но надо посмотреть еще вот эту планочку. Снимается ли оно все вместе. Потому что, скорее всего, то магнитола прикручена. Эта планочка должна сниматься отдельно как-то. Тоже на защелках. Не поддается. Да, вот снимается. Делать, конечно, надо все аккуратно, потому что пластик ламинирован. Легко очень поцарапать. Так. Есть. Так, добрались сюда. Дальше видим, что нужно крутить. Будем крутить. Так. Я использую отвертку электрическую. Кто молодой, может просто крутить отверткой обычной. Не, нужен удлинитель. Сейчас. Удлинитель. Есть, что здесь есть. Вот у нас первые саморезы. Не разбиралась, похоже, ни разу. другой стороны.
Надеюсь, видно. Так. Есть. Дальше у нас ниже еще есть два самореза. Но это магнитола основная, наверное, снимаем их тоже. Их просто так не возьмешь. Самое тяжелое не потерять их. Эти саморезы где-то в глубине. Поэтому под рукой всегда должен быть пинцет. Или руки. Так, но все равно сначала нужно снять эту накладку. Сейчас будем смотреть как. В принципе, тут откручена эта часть накладки. Она должна выйти. Будем пробовать. Так. Да, все разваливается. Отлично. Все просто вылазит. Это японцы. Так они всегда. В принципе. Один вышел, второй сбоку. Судя по виду, вот здесь такой же с защелочкой должен быть сбоку. Второй. Ну, уже не присвечивать. Так, есть. Пробуем второй сейчас. Пока его не зажмешь, где-то сверху, наверное, пока не придавишь, он не выйдет, не пойдет. Да, это засада, маленькая штучка, только добавила, пробует другой, нет. Где-то застряла. Ага, вышло. Так, вышло. Здесь у нас, получается, есть один блок управления. Стоит плата управления, и она подключена. Сейчас будем ее снимать. Так, будем ее снимать. Тянуть ничего нельзя сильно. Сняли. Положили. Так, двигаемся дальше. Ну, по логике вещей должна сняться центральная консоль управления камерами и всем остальным. Вот она находится. Давайте посмотрим. Она, наверное, снимается тоже на защелках. Не думаю, что что-то придумали новое. Потому что саморезов... А, нет, извините, есть два самореза. Крутим. Есть два самореза. Самореза. Один точно вижу. С одной стороны. Сделали так, что просто не украдешь магнитолу быстро. Не Peugeot. Peugeot, конечно, все быстро снимается. Здесь добротно. Ну, учитывая стоимость машины, было бы удивительно, да? Если бы это было недобротно. Так. Неудобно немножко к нему. Есть. Сняли. Так, приступаем дальше. Дальше снимается консолька. Похоже. И она должна быть на обычных зажимах. Сейчас пробую выше. Выше.
Так, жалко, что нельзя сесть посередине, ну ничего. Так, снимаем консольку. Она выходит хорошо. Я думаю, что она и нормально, все нормально. Так, должна сняться. Сняли. Так, смотрим. О, оказывается, это был кабель управления с консольки. И второй отдельный кабель управления. Отлично, сняли. Так, дальше можно снимать голову. Можно снимать голову. Тут есть еще саморезы, классические держатели. Так, сняли. Можно вытащить. Нужно подложить. Подложить, потому что она тяжелая и металлическая. Очень тяжелая. Так. Отсоединить ее нужно будет. Конечно, провода коротковаты. Провода коротковаты. Вот я сейчас покажу ближе. Видите, какие провода. И будем отсоединять каждый отдельно. Их тут целая куча. Это, конечно, такое. Не люблю я такое. Так. Написано Made in Япония. Есть. Есть. Так, дальше. Есть. Каждый по очереди снимаем. Потому что так ты его не вытащишь, пока не снимешь все. Это почему-то экономит на этом всем. Возможно, делать, чтобы все было заподлицо. Но, похоже, магнитолу ставят еще с разобранной торпедо. А не уже когда все сделано. Конечно, тут этих разъемов, не знаю, что очень много. В новой магнитоле, думаю, половина из них не будет использоваться. Есть. Слава богу, что они все разные. Представьте, если бы они были все одинаковые. Так, сняли. Аккуратно поднимаем вверх. В принципе, все выходит. Вот такая у нас голова с кучей разъемов. Так, переходим к верхней части. Верхняя часть, ради которой это все делалось, держится на двух саморезах. Нет, на трех и одном центральном. Будем сейчас снимать.